Всем привет! Меня зовут Алексей Тарахтий. Сегодня мы с Алексеем Новиковым, двухкратным чемпионом Арнольд Классик, сделаем тренировку по стронгу. Я буду шагать следом за Алексеем, делать его разминку, делать его тренировку. И в ходе этого всего будем выискивать эти секреты, которые у него есть, чтобы поднимать вес. Слушай, давай мы сначала начнем с того, что ты просто расскажешь, что здесь есть. Что это такое? Это гантель, называется правильно упражнение дамбл. Это делали по Арнольд Классик аматоры. Специально там у Джонни Лосичка запрашивали размеры. Это по размерам делали. Носить, да, получается? Да, носить перед собой. Это коромысло тоже. Его будем сегодня использовать. Сами шары. Самый маленький 136, самый большой 138. Эта подготовка была на Арнольд Классик этого года. Когда ты выиграл? Нет, это когда я предыдущий. стал седьмым. Камень на плечо. То есть мы грузили там, 140, 150 и 190, так как на соревнованиях. На тренировках поднимал, на соревнованиях там по некоторым причинам не срослось. Окей, так, у нас гантелька 80. Да. гантелечка. Гантелюшка. Так, сначала расскажу. Задание ты можешь поднимать как угодно на плечо, то есть двумя руками, тремя руками, как хочешь. И выталкиваешь, там, жмешь, шунгуешь, как хочешь. То есть главное поднять с плеча одной рукой. Бывает делают подсед, выдают, а потом убирают. Так тоже нельзя. То есть если ты уже пошел в движение, только одна рука работает. Ты взял ее, дал по технике, ты ее как бы отвел назад и с разгона получается спиной. Насколько Рэкшн мне объяснял, тяжелоатлетам легче делать это движение. То есть взял и отсюда уже вырываешь. Мне удобнее делать маятником. Да. Что скажешь вот, по своему ощущению, что очень важно в вашем виде спорта? Ну, сила это однозначно. Скорее всего, здесь два таких аспекта. Это характер, то, что ты по барабану ты прешь. Но стронг, на мое мнение, это самый такой хардкорный, именно сложный, придурочный спорт, именно силовой, который можно в хорошем смысле этого слова. Тяжело атлетика это как искусство, это нужно попадать, все высчитывать и тому подобное. И второй аспект, то, что нужна какая-то такая склад ума, склад тела в том плане, чтобы не травмироваться, потому что накапливаются травмы, и в конечном итоге это может к 30 уже быть как робот какой-то, трансформер. А склад ума то, что ты должен приходить на соревнования, видеть там бочку, как ее лучше сделать, и выиграть некоторые упражнения за счет того, что ты думаешь, да, как это сделать лучше. Ты видишь, как все спортсмены делают. Ты можешь разминаться так же, как и все, но в конечном итоге сделать так, как никто не делает. То, что у меня было на Арнольде, то, что ты меня спрашивал насчет этого колеса. The wheel of pain will be a worthy challenge for the strongest man on the planet. Все делали так, как им порекомендовали. Я попробовал сделать по-своему, так как я это видел. Мне это понравилось, там кто-то попробовал еще, сказал что-то глупость, это stupid, да, там все нормально, посмеялись меня, ну и ничего страшного, я как новенький, я, скорее всего, сделаю глупость, да. Alexei Novikov, very impressive performance yesterday in event number 2, and now going with his head underneath it. We saw Mikhail Shiblikov do the same thing on Thursday night. It seems to be working pretty well for Novikov. В конечном итоге, будучи при самом легком весе, самый маленький рост и самый маленький возраст, я сделал на тот момент самый лучший результат. То есть лучше меня сделал Тор и Лицес, который сейчас самый сильный человек планеты. Когда они уперлись там на 40-й секунде, когда понимали, что уже все, отказ своего тела, они уже упирались так, как я, и работали еще. Но уже было да, поздно. но уже было поздно.
Inside 30 seconds. Иногда и неопытный маленький мальчик может что-то толковое подсказать и сделать, и новое интересное. Да, она тяжелая. Да, железно. В одну руку там хватаешь, второй накрываешь. Замок, да? То есть я держу в этой. Да. Не, лучше да. Так. Закрыть рот. Да ну его. Так это сколько? Это такой разминочный, да? Это 79, да. Ну сколько рабочий вес в твоем весе? Ну, сейчас будет 100, но нам нужно сделать сегодня 100 на 10. Это мой тренер такой придумал. Ты забрасываешь ее аж на трапецию туда. Да. И она упирается тебе сюда, вот, в руку, кисть. И ты отводишь так, чтобы свести лопатки. Ты свел, ну как штанга на спине стоит. То есть вот так. Еще дальше. Еще дальше? Вот туда вот. О. То есть упор должен быть жесткий здесь. Для нас сложно, видишь почему? У нас получается фиксация, у нас только две плоскости. Вот. То есть у нас Не играет. вот этой вот, да, у нас вот этой амплитуды нет. Соответственно, как бы, когда ты одной рукой работаешь, тут нужно в трех плоскостях фиксировать ее. Минус один. Ну, все хорошо. Так? Нет? Да, да. И чуть-чуть. Знаешь, у тебя оно съезжает сюда. Да, А тебе нужно вот рукой подать туда и вывести, чтобы она стояла туда, смотри. Ну, видишь, да, я не чувствую, получается, плотно я здесь. Чтобы я понимаю, что, ну, чтобы я понимал, что я могу убрать руку, и она у меня останется здесь. Какой максимальный рекорд ты говорил в этом упражнении? Рекорд мира 150 килограмм, а мой 145. В этом году хотел, может быть даже хочу. Посмотрим как пойдет. 90. Тут 100 килограмм уже. Сейчас мы первый разминочный подход. 2-3 раза, потом уже умрем. Какие подготовительные упражнения вот к этому? Ну, допустим, я хочу начать попробовать, но я чувствую, что... Какие подготовительные? То есть, может, с гантеля чисто с маленькой, либо... Брать такую вот гантель, большую именно, поставить на плечо и там делать полуприседы. Научишься стоять, чтобы она не падала. Комфортно держать, да? Да, то тогда можно уже толкать. Ты вот очень много раз затронул за тему собственного веса. Какой оптимальный вес в твоей, ну, вот именно в твоей категории? Ну, у нас категории нет, у нас просто самый сильный человек. Да. То, как ты хочешь это делать, это твой вариант. Ну, вот самый оптимальный. Мне кажется, это где-то 155 килограмм. Где-то так. 55. А в планах у тебя есть набирать или нет? Мы сейчас максимально стараемся это набирать, но организм тормозит эти процессы, плюс жара сказывается, и организм... Ну, плюс у тебя еще рост, да, Да, получается? ну, Ты по как сути, у меня вроде бы небольшой, сильнее, да, финиш. для стронга и вообще для силовых видов спорта, но как просто будучи человеком, вроде бы и высокий считается. Ну, справляемся вроде, 2 раза Арнольд выиграл и был, да, при этом же весе, при этом же росте, соответственно, ну, все можно делать, и того же Тора выиграл, и Лицеса выиграл в упражнениях некоторых, соответственно, все можно выиграть, главное не бояться и работать.
Охрана отмена. Выглядит, конечно, эпически. Ну, в течение года, как часто ты себе позволяешь отдых? В том году я вообще не позволял, потому что у меня был переход с аматоров в про, и нужно было готовиться. Потому что вот была тенденция последних 5 лет, что все спортсмены, которые переходят там Зак Хейдж, Асташевский и дальше до этого, и они все последние места занимали, и все, и никто о них не слышал дальше. И чтобы это как-то эту цепь прервать, нужно было подготовиться и хорошо зайти в пролигу. Выстрелили, да? Да. По силовым показателям, чем можешь похвастаться? Ну, поделиться. Вот приседания, допустим, там жим просто со штангой, тяга, штанги. Жим лучше давным-давно жал, ну так, чтобы на максимум, но лучше 200 на 2. Это лежа? Лежа. Стоя пока еще не настолько сильно. Присед 340 на 2 вроде бы. И тяга, ну, рекорд Украины в комбезе 420. А для чего это, кстати? Это мы сейчас будем использовать воск для депиляции вместо клея. Разница там небольшая, но раз, наверное, 10-15 дешевле воск, чем специальный клей. Очень больно, когда контакт клея кожи и шару, но не рвать кожу. И чтобы защитить кожу, мы используем скотч. И это нужно размазать вот Это здесь. вот здесь вот часть размазать, там где будешь касаться шаром. Становишься перед ним, вот почти так под ним, чтобы твоя ось, когда ты будешь наклоняться, была по центру его. То есть общий центр тяжести. Да. Взялся сначала, потом, Сначала предплечье. да, потом руки. Поставил, опираясь в живот, обхватываешь его чуть выше и дальше это захватываешь, чтобы рычаг был больше. Вперед. Стоять. Так, да? Да. Вот. Ставишь. По одной руке еще дальше. Еще дальше? И руки чуть-чуть вверх. Вот, да. Он пойдет. Там вес небольшой. Что он сделал с ним? Все! Не-не-не. Все. Не-не-не. Так как ты с первого раза сделал, у нас тогда 160 сегодня. Как родители относятся к тому, чем ты занимаешься? Раньше, конечно, не разрешали даже. Пессимистически. Ругали, да, там, занимайся, иди учись, там, и тому подобное. Но когда начал выигрывать в Украине, я уже года 4 не проигрывал никому. Я раз проиграл специально, потому что был травмирован, и мне нужно было просто поехать на эти соревнования просто для галочки. Я там 4-й был или 6-й, не помню. Ну, там у меня вообще ходить нормально не мог. Просто мне нужно было быть так, чтобы на соревнованиях и проиграть, это уже года 4-5, где-то так. С 16-го года не проиграл никому. Я сейчас недавно научился делать в одно движение. По сути, нужно в пролигу переходить и уже знать, как это делается. Но для меня это было очень сложно. Я просто делал очень быстро в 2 движения. Примерно. Здесь ты, получается, как бы выкидываешь за счет ее тяги и уже грудью отбиваешь, да? Ну, задача его резко поднять до желудка, а желудком тут выбить. Центр. Можешь чуть уже поставить ноги. И когда будешь поднимать, чтобы у тебя не вот так стояли ноги, а более, ну, то есть не эта постановка, а хотя бы прямо, ну, параллельно. Чуть выше, чтобы ладоши были почти открыты. Вот так. Да, отлично.
Какие задачи на 2 ближайших года? Я знаю, что я в этом году мог стать в тройке, на пьедестал выйти на World Swingman, и это реальная цифра, не то, что там, знаешь, придумано что-то, что часто бывает, и многие, кто скажут, скорее всего, что да, типа придумал. Но ничего страшного, я в себе понимаю, что я мог реально быть там в тройке, и на следующий год я посмотрел, рассчитал, что как, какие там нюансы, после соревнований уже все посмотрел, что мне нужно для меня. И в следующем году я хотел бы выиграть эти соревнования, потому что все эти соревнования, упражнения, все соперники абсолютно посильные для меня. То есть если работать с тем же, меньше прогрессом, все равно нужно выигрывать. То есть закрывать какие-то дырки, перекрывать там их другими сильными сторонами и выиграть. Этот на 3 быстренько сделаем и все. В принципе, все, что я сегодня делал, это я делал впервые. Мне тяжело судить, успешно это было или не успешно, особенно то, что касаемо с гантеля. В любом случае, навык за счет того, что есть базовые знания из тяжелой атлетики, гантелю было легко забросить на грудь, но уже тяжело было работать с плечей. Относительно шара, здесь в принципе я не могу сказать, что я технически был готов, особенно за счет того, что нужно именно тянуть спиной. Здесь мне кажется, что я больше вытягивал за счет валовой силы, такой именно, то есть просто на вал. Мне подкорилось 130 килограмм или там 136 килограмм. На 160 решил не пробовать, потому что физически, возможно, я это и сделаю, но при этом шанс получения травм очень велик. Поэтому я решил спрыгнуть из гантели, из большого шара. В любом случае, тренировка получилась очень интересная. Нашел очень много разных параллелей между этим видом спорта и тяжелой атлетикой. И в любом случае, если вам это интересно, если вы этим увлекаетесь, надеюсь, что это видео было вам интересно и познавательно. Алексей — это атлет топ-уровня, у которого есть что подтянуть, подчеркнуть и взять на вооружение. Лёх, я думаю, что тебе можно пожелать? В спорте только одного. Меньше травм и чтобы все, что запланировал, чтобы все Человек-гора. Все, пока.